пожаловать в Щелек. Подъезжаем к Щелеку. Слева проезжаем большое кладбище. Проезжаем знак Щелек. То, что уже, можно сказать, почти на территории. Поворачиваем на Щелек. На въезде в Щелек с левой стороны построили новую школу, видно. Можно сказать, что заехали в Щелек. Дорога широкая, но разметок нет. Мечеть. Огромные деревья. Тут что-то строится. Популярная какая-то заправка. Прям столько машин. С правой стороны проезжаем какую-то рощу. В Щелеке есть вот такая огромная роща. Прям красота. Летом, наверное, здесь вообще шикарный. А в эту рощу, оказывается, еще и на машине заезжают. Вон там в конце тоже еще одна мечеть. По всей видимости, роща не для пеших прогулок, так как здесь нету каких-то условий, скамеек, ничего нету здесь. И здесь видно, что на машине катаются туда-сюда. Идем вдоль забора, за которым находится небольшая мечеть. Оказывается, тут находится центральная мечеть. Вот мы и на территории мечети. Мечеть внутри выглядит вот так. Внутри есть отопление. Несмотря на отопление, здесь довольно-таки очень прохладно. Дома напротив мечети. Магазин Светлана. Там дальше магазин Бахчан. Впереди. Прямо? Да, прямо. Отель Gold City. $6000 стоит. Походу в этих краях очень популярно сдавать отельные номера почасовой. Здесь час стоит 2000 тенге. Тут вот кафе продается. Ресторан Шанрак. Рядом с ним находится автомойка. Нотариус. Gold Ray Clinic. Да, деревья здесь реально огромные такие прям. А вот и музей. Музейдің тарихы бәрі жазылып тұр. Қаласы бар, сонша қаласын салған. Мантоварка. Сауда-саттық кезінде. Мен Қытайға кетіп қалады, Қытайдан келгеннен баласына әкесі істейді. Сосын қораны түйіп кетті.
Музей такой небольшой, вход в музей стоит 250 тенге с человека. Мы сейчас идем по улице Жибек-Жолы. Нам сказали, что она одна из центральных. Да, старые дома. Спросили, где покушать можно, посоветовали это место. Заказали цомян. Кормят вкусно. Если вдруг здесь будете, рекомендую. Цены хорошие, порции большие. Место под названием Старый замок. В Шелеке есть газ. Думаем заночевать в Шелеке, так что ищем себе гостиницу. Нашли вот еще такой вариант. Мирас. Такое интересное, однако, строение. Вот такие примерно форматы номера. Вот такой вот номер 5000. Ресепшн. Шелека статус села. Также еще его называют Чилик. Население здесь почти 35 тысяч человек. Так что многие называют его город. Какая-то местная сеть заправок называется GQS. Здесь вот филиал банка, там дальше КМФ. И тут вот оранжевое здание. А тут вот полиция. Где-то здесь. О, там церковь. А вот полиция. Кусаин Бижанов. Через дорогу находится детский сад. Походу мы уже где-то в центре. Да, на школу не похоже. Может, колледж? И все же это, оказывается, школа. Сперва подумал, что это акимат, а оказывается, это Балалар музыка мектебі, школа музыкальная. Где-то на районе. Вот в этом здании ЦОН. А так вот выглядит местный архив. Вот. Вот так вот, это вот корпус архива. А рядом с архивом находится вот такой вот двухэтажный дом. А здесь какой-то прям солнечный участок, будто бы и зимы не было. А мы идем в церковь. Такая аккуратненькая, небольшая церковь. Вот так внутри храм выглядит. В церкви нам попался очень бдительный парень. Сказал, ну, то есть, кто вы, откуда, зачем приехали. Ну, это впервые так к нам отнеслись в разных храмах и церквях. И начал уточнять, то есть, зачем, с какой целью. Потом попросил, чтобы нас сфотографировать на всякий случай, вдруг что-то произойдет и им будет некого искать, то есть виновников. Вот. А потом он объяснил это тем, что, оказывается, у них были случаи, когда с церкви что-то крали. И, так скажем, не только здесь, оказывается, ну, по его словам. Вот. И в целях безопасности, так сказать. И это все несмотря на то, что в церкви есть видеонаблюдение. И помимо нас внутри было еще 4 человека. Ну, то есть даже не знаю, что там можно украсть такого. Потому что, ну, все вещи большие, громоздкие. И их просто так не стащить, это стопудово. Да и вообще считаю, ну, как-то это глупо, что-то красть с церкви. А мы продолжаем наш путь. Проходим вот такой вот небольшой парк. Там видна стелла Победы. Там монумент. Парк огорожен забором. Надо будет сейчас поискать вход. Да, надо бы спросить.
Здесь очень много таких ларьков. Походу район базара. Вон там Салтанат написано. Наткнулись вот на такое недостроенное здание. Такие вот павильоны стоят вдоль парка. Парк Балдаурен, я так понимаю, это центральная калитка, центральный вход. Но все закрыто на замок. Написано, что это детский развлекательный центр. А в парк мы так и не попали. Ищем вход. Состояние тротуаров, бордюров, дорог, арков. Щелевская модельная сельская библиотека. А это, видимо, старое здание универсама. Довольно-таки интересная пятиэтажка. И тут вот какой-то ангар, аптека прям. Вот так сделали сливы с крыш. Хозяюшка. Тут вот находится местное здание суда. Неужели нашли здание акимата? По картам реально ничего не понятно. Еле как нашли, только спрашивая у местных. Щелек акиматының аппараты. Ауылдық округы. Перед акиматом вот. Но только без вечного огня. А напротив акимата находится дом культуры. Заборчики у акимата. У дома культуры стоит вот такая вот красивая елка. А сам дом культуры выглядит вот так. Такое вот здание здесь. Местная остановка. Проходим у небольшого строительного рынка. Здесь какая-то, видать, стелла была раньше. Или монумент, что-то. Находимся неподалеку от базара. И тут вот есть четырехэтажные дома. Вот оказались у здания Казпочты. Герой Советского Союза Вихрев Петр Борисович. А такая здесь вот Казпочта. Рядом с Казпочтой есть такие вот магазинчики. А тут вот строится новая терраса. Над Казпочтой есть классная мозаика. Я ее не смогу вам показать, так как там, во-первых, мешает сама крыша Казпочты. Видать, новую крышу построили и закрыли немножко мозаику. Ну и везде растут деревья, так что ее целиком откуда-то увидеть тяжело. Так, частично, если посмотреть, то это глобус, вокруг глобуса письма и нарисован самолет. Ну, типа доставка по всему миру, все дела. Дворовая территория этого квартирного комплекса. Вот такой вот тут райончик базара. Так выглядит местный рынок. Много ж таких мошенников? Может быть. На автостанции узнали, что со Щелека до Алматы на такси можно добраться за 1000 тенге за человека. А на вот таком автобусе за 800. Катаемся по Щелеку. Посмотрели на карте, оказывается, здесь есть еще одна центральная мечеть. Видимо, уже более, так скажем, новая, обновленная версия. Вот так здесь выглядит мечеть. Очень такая симпатичная. Фонтан на территории мечети. В Щелеке нашли еще один вариант. Вот такая здесь вот территория. Крытый паркинг.
Гостиница находится рядом с мечетью. Такая комната. Такая комната есть. Стоимость комнаты 5000. Раздельный на 3 кровати. И тоже душ, туалет. Из резины сделали. Выезжаем из Щелека. Едем дальше, нам направо. Решили съездить на станцию Щелек. Подъезжаем к железнодорожной станции Щелек. Помимо ЖД станции тут еще есть здание. А вот здесь уже, кажется, находится сам вокзал. Вот такое вот здание здесь. Новое, симпатичное. Внутри вокзала. Ну вот такая вот ЖД станция. Классно здесь, тихо. Оказывается, здесь пассажирских поездов почти не бывает. И можно только проехать на пригородном поезде, я так понял, Алматы-Щелек. С села Щелек до ЖД станции Щелек мы добрались за 25 минут. Надеюсь, вам понравилась экскурсия по селу Щелек. Всем спасибо, до скорой встречи и пока-пока.